Всем привет, друзья! Посмотрите, какая у меня сова есть. Кто меня смотрит давно, наверное, помнят. Когда-то я показывала эту совушку. Это кулон. Посмотрите, какой большой был здесь. Показывала я ее вот с такой серьгой. Делала я украшения из такой серьги. Посмотрите, какой цвет красивый. И недавно у меня это украшение купили. И тут я вспомнила про вторую серьгу. Она у меня осталась. Еще даже с бейлом. То есть с крючочком. И я тоже буду делать такое же украшение. Но тогда я делала украшение и показала эту сову. Что хочу тоже сделать из этой совы украшение. Так как эту сову я покупала на сайте Алиэкспресс. Она была на вот таком шнурке. Посмотрите. Шнурок такой. Вместе с бисером здесь. Бисер переплетен вместе со шнурком. Конечно, мне шнурок этот не нравится. И я сняла сову. И думала. Тогда еще у меня не было столько материалов. И бусин подходящих. Сейчас у меня появился материал. И я подобрала вот такие бусины. Я их уже показывала в распаковке. И я думаю, что они хорошо подходят, посмотрите, к этой сове. И, конечно же, здесь не только эти бусины будут присутствовать вот такие бусины. Я планирую поставить это вулканическая лава. Вот такое покрытие под бронзу. Посмотрите, как здорово смотрятся, да? Они очень стойкое покрытие. Держится хорошо. Я уже проверяла. Мочила и терла ваткой. Все в порядке. И не раз я уже такие ставила в украшения бусины. Так что ведут они себя отлично. Это вулканическая лава. И еще я подобрала вот такие бусины. Это уже гематит идет. Они такие тяжелые. Посмотрите. Здесь присутствует точно такой оттенок, как вот в этом камне. Это не камень, это эпоксидная смола. И так интересно сделано. Посмотрите, как красиво внутри. Здесь фурнитура идет, посмотрите, такое не бронза и не золото, а черненное, как под старину. Золото почерненное. И близко подходит даже к бронзе, мне кажется. Цвет такой. Подобрала я вот эти бусины, как я уже сказала. И хочу, наверное, вот с вот этими бусинами эти маленькие перемешать. Я буду, конечно, все показывать, как я буду делать. Посмотрите, как хорошо подходит, да? Эти бусинки. Здесь много такого оттенка. Это, по-моему, 4 миллиметра. И эти 4 миллиметра. Я хочу сделать в 4 ряда. Потому что бейл здесь очень большой. И отверстие крупное. И будет украшение с двумя техниками. Первый ряд будет 4 ряда, а потом будет крепиться уже один ряд из этих бусин. Ранее, когда я собиралась еще делать украшения с совой, это было примерно весной, я делала украшения из вот этой серьги. И тогда же планировала делать и с совой. И я сплела вот такие бусины. 4 штучки.
Вот такие вот из бисера. У меня есть видео, как плести такие бусинки. Очень красиво получается. И я думаю, они хорошо сюда подходят. Я подбирала бисер такого же цвета, как и кулон. Я перед этим еще вот такие плела. Подбирала бисер. Видно? Видно. Но мне кажется, вот эти больше подходят. Здесь и золото есть, золотой бисер. И как раз будет, мне кажется, лучше сочетаться. Эти потом уже мне пригодятся в другом, наверное, украшении. И вот такие у меня есть шапочки. Только они плоские. Такого же оттенка. И такая же фурнитура почерненная, как и сам кулон. Очень отлично сочетается. И еще что? Замочек у меня вот такой лебедь тоже с чернением. Буду ставить этот замочек. Ну и много-много подобрала разных бусин под золото черненное. У меня их много разных. Я буду сейчас, конечно, примерять и смотреть, какие больше подойдут. Какие будут смотреться лучше, наверное. Это все в процессе. Главное, мне сейчас надо здесь набрать 4 ряда бусин. Вот я, видите, длина здесь примерно 20 сантиметров. И я думаю, что здесь тоже такая же ниточка была. Столько же бусин, как и вот этих. Я сейчас отрежу тросик. И примерно вот 20 сантиметров, может быть 25, будет у меня первый ряд такой из 4 рядов. Все эти 4 ряда я буду собирать, наверное, на тросик 0,30 миллиметров. Да, он тоненький. И как раз они не тяжелые. Все 4 ряда хорошо будут держаться. Ну а потом я буду уже толще брать ювелирный тросик 0,45. Здесь я буду, примерно сантиметров 30, наверное. Еще ж надо на подгибку тросик оставить. Сантиметров 40 буду. 4 тросика, сантиметров 40 отрежу. И вот сейчас я наберу через одну, наверное. Сейчас посмотрю, как будет красиво смотреться или некрасиво. И определюсь уже, как лучше делать. Через одну хочу сделать бусинку, собрать на все 4 тросика. Я думаю, мне хватит этих бусин. Ну вот, я собрала на ниточку все 4, на тросик все 4 ряда. Посмотрите, как здорово смотрится. Конечно, на камеру вот много синего оттенка, но здесь синего вообще нету. Не знаю, почему синим отдает. Он такой фиолетовый с сиреневым. И зеленого еще есть оттеночка такой. А он синий на камеру. Но он больше фиолетовый. То есть сиренево-фиолетовый такой. Красивый оттенок очень. И хорошо сочетается. Посмотрите, как здорово сели все 4 ряда. Поместились прям идеально. Через один. Как раз 2 ниточки. Много я отрезала тросика, так что здесь у меня 19 сантиметров получилось. Можно сантиметров 25 обрезать ювелирного тросика. Что-то я много его намерила. Но ничего. Уже намерила, так намерила. Вот и хорошо, что в тросе, в бейл все прошло. Посмотрите, как все 4 ряда. Мне это понравилось. Теперь я немножко, может быть, перекрутить можно, чтобы оно лежало не совсем ровненько, да? Мне нравится, когда перекручено. Немножко. Сильно не надо. Вот так. Вот. И теперь я хочу это все посмотреть, одеть в эти шапочки, как оно будет здесь смотреться в таких плоских
Я даже не знаю. Хорошо, посмотрите, как хорошо они ложатся здесь. Да, отлично. Мне нравится. Ну, а если больше было бы рядов, уже они здесь не улеглись бы так ровненько. Отлично. Хорошие такие концевики. Так, ну а здесь очень большое отверстие. Здесь надо будет что-то ставить, наверное, покрупнее. Не знаю, у меня есть вот такая гематитовая бусина. Посмотрю, как она будет смотреться здесь. Или уже поставить металлическую красивую бусинку. Посмотрим. Но теперь сначала мне надо это закрепить. Закрепить правильно все эти 4 тросика. Никаких протекторов, конечно, здесь не должно быть. Они и не нужны. У меня есть кримпы. Это 3 миллиметра. Я попробую сейчас, наверное, 2, чтобы покрепче было, потому что не один ряд, а 4. Возьму 2 кримпа. Здесь я не буду ничего ставить, как я сказала, просто загинаю 4 тросика, провожу опять в кримп, просто делаю петельку, чтобы потом прикрепить к этой петельке другой ряд. Правильно? Так, надо инструменты взять и подтянуть. Где еще? Так, подтягиваем. Где 4? Ну где же ты, а? Выходи. Спрятался. Вот он. И я немножко вот так шило вставляю, чтобы сделать аккуратную петельку. Вот так. Еще надо подтянуть. Я думаю, этого много. В шапочке оно спрячется, это все в концевике. Ну вот, петелька готова. И теперь можно зажимать эти кримпы. И 2 кримпа как раз все будут держать. Ну а эти кончики мы обрезаем, конечно. Все. Держится крепко. Теперь мне надо это все передвинуть. Потом это все вот так спрячется здесь. Я одену. Потом уже покажу по очереди. Давайте передвину. Сделаю второй край также. Я передумала делать длинное украшение. Что-то мне не очень захотелось. И я решила сделать покороче украшение. Поставила я тросик, провела в петельку и закрепила кримпом. И еще я передумала ставить вот эти концевики. Что-то мне захотелось кругленького. Я показывала такую бусинку. Здесь большое отверстие. Эти бусинки я покупала в интернет-магазине Дом бусин. И я решила их поставить. Они хорошо закроют крепление. Здесь большое отверстие. Оно ложится прям хорошо на кримпы. И есть у меня вот такой колокольчик. И сверху я поставлю на эту бусинку колокольчик. И посмотрите, как здорово будет это выглядеть. Здесь он становится, колокольчик, прям вот в эти отверстия. И получается вот такая красота. И закрывает все крепление, не видно, оно спряталось. И мне кажется, так будет красиво выглядеть. Очень даже оригинально.
Как вам нравится такое решение? Мне понравилось, очень красиво смотрится. Ну и теперь я буду набирать бусинки. Одену шапочку вот такую. Она тоже черненное золото. Хорошо становится на эту бусинку. И теперь я буду ставить бусинки собственного производства. Между ними я буду вот такие плоские ставить бусинки. Тоже такого же цвета. И теперь бусинку. Бусинки поближе. Их у меня будет 4 штучки. Таких бусинки. Поэтому я сразу начинаю их ставить, чтобы они уже там не прятались далеко на шее, а будут на видном месте. И вот так вот между бусинками моя бусинка. Теперь я хочу поставить вот эту бусину. И еще также сделаю набор. Ну вот, я набрала все бусинки. Вот такой набор у меня получился. И теперь я решила поставить на окончание колоты. У нас же есть колоты такого же цвета с чернением. Я одела уже замочек, двойные колечки и поставила колоты. С одной стороны у меня будет крючочек. И сейчас я покажу, как закрыть колоты. Здесь я беру маленький кримп 2 миллиметра. Здесь уже большой не нужен кримп, так как здесь в колоте не так уж много места, чтобы закрывать. И я 2 беру кримпа, 2. Так, тросик у меня получился длинный, он мне не нужен. Обрежем. И одну кримпу я пропускаю, в другую захожу. И провожу несколько бусин. Или в одну, насколько пройдет. Тросик, где вот выходит. Сейчас я выведу его. И теперь мне надо все подтянуть. Подтянули хорошо, чтобы не было нигде просветов. И теперь надо 2 кримпа сжать. Поближе друг к другу, чтобы они были рядышком. Вот так примерно. Чтобы одеть колод. И эти кримпы спрячутся вот в этом отверстии внутри. Одеваем колод и зажимаем. Он легко зажимается. Его не трудно зажимать. И все спряталось. Все, обрезаем кончик тросика. И теперь я сейчас вторую сторону также закрою, только поставлю уже другую часть замочка. Ну вот, украшение готово. Посмотрите, как получилось оригинально. И замочек здесь хорошо. И колоты хорошо держит. Украшение у меня получилось 60 сантиметров плюс кулончик. Очень красиво. Мне понравилось. Смотрится замечательно. Посмотрите обязательно фотографии в конце, как оно будет выглядеть. Ну а если кому-то понравилась такая сова, я оставлю ссылку на нее. И посмотрите, в каких она разных цветах есть.
Может быть, кто-то не знает про такой кулон. Он недорогой. Можете также сделать себе такое же украшение, подобрать себе любой цвет, какой вам понравится. Ну а я жду от вас комментариев. Мне очень интересно ваше мнение. Напишите, пожалуйста. И кому понравилось, поставьте мне пальчики, пожалуйста. Мне будет очень приятно. Ну а кто не подписался, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. А я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.